Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать и показать расчет вязания реглана сверху. Я связала контрольный образец спицами 2,5, и у меня получилось 2,5 петли в 1 сантиметре. Вязать мы будем изделие 48 размера, что соответствует 36 сантиметрам окружности шеи. Итак, 2,5 петли умножаем на окружность шеи 36 и получаем 90 петель. Далее рисуем окружность. Окружность делим на 4 части. Отмечаем линию реглана, на которой мы выделяем по 1 петле. Из 90 петель всей окружности мы вычитаем 4 петли. Получается 86 петель. 86 петель мы должны распределить по всей окружности. Мы эти 86 петель делим на 3 части. Одна часть спинка, одна часть переда и одна часть на 2 рукава. Восемьдесят шесть делим на 3, получается 28 петель и 2 в остатке. Если мы будем вязать изделие на мужчину, то эти 2 петли мы должны приплюсовать к спинке, потому что у мужчин спина шире. Если на женщину вяжем, то к переду прибавляем. Значит, у нас 28, мы будем делать расчет для женщины. 28 петель мы оставляем для спинки. 28 для переда и плюс 2 петли, которые были в остатке. 14 мы даем на рукав. Но в связи с тем, что 14 петель в самом начале вязания рукава это много, мы по 4 петли от рукава убираем и плюсуем их к переду. И получается у нас 8 плюсуем, значит 4 с одного рукава, 4 с другого. И получается 38 петель. Значит, мы должны распределить так. По 1 петле на реглан, 28 на спинку, 38 на перед и по 10 петель, 10 петель на рукава. Если мы будем вязать изделие с планкой, то мы должны к 90 петлям прибавить еще 10 петель. И мы должны набрать 100 петель на всю окружность. Теперь схематично, как это будет выглядеть. Сначала у нас идут петли планки.
Это у нас планка, на которую мы выделили 10 петель. Петли планки, 10 петель. Так видно. Далее идет полочка. На нее мы выделили 14 петель. После полочки у нас идет линия реглана. Вот она. Мы ее должны нарисовать. И на нее мы пустили одну петлю. Далее у нас идет рукав. На рукав у нас осталось 10 петель. Затем идет спинка. На спинку мы оставили 28 петель. Ой, вот здесь между рукавом и спинкой тоже должна быть линия реглана. Одна петля. Спинка, линия реглана. Далее пошел рукав. Вот он у нас рукав пошел. На рукав мы оставили 10 петель. Затем идет вот эта линия реглана. Одна петля. Затем идет полочка. На полочку у нас 14 петель. И планка. 10 петель. Итого у нас получается в сумме 100 петель. В связи с тем, что мы будем изделие вязать частичным вязанием, так, вот я сейчас покажу эту схему. Так, вот такая схема у нас получилась. И вот мы делали расчет. В связи с тем, что мы вяжем частичным вязанием, мы петли, полочки и рукава должны разбить на группы. Рукав делим на 4 или 5 частей. Значит, у нас получается, на рукав идет 2 раза по 2 петли и 2 раза по 3. Так, рукав. Рисуем те же цифры в зеркальном отображении. Далее полочки тоже вяжем частичным вязанием. Полочку делим на 5 или на 6 частей. И у нас получается 2 раза по 3 и 4 раза по 2. Так, полочку рисуем так же, как и на этой части. 4 раза по 2 и 2 раза по 3. 6 и 8, 14, все правильно. Так, далее частичное вязание как происходит. Значит, набираем необходимое количество петель на дополнительную нить. Ну, для начала, естественно, вы образец связали, постирали, высушили, и только уже по нему делаете расчет. Набрали мы 100 петель. Мы провязываем планки, петли планки, затем петли полочки все провязываем, петли рукава, ну, естественно, петли реглана.
Дальше провязываем спинку и доходим до следующего рукава. И провязываем только первые 3 петли. Вязание поворачиваем и вяжем в обратном направлении. Вяжем опять спинку, линию реглана, рукав и дошли до рукава и вяжем только первые 3 петли. Вязание опять поворачиваем и провязываем спинку, линию реглана, 3 петли провязываем, которые мы до этого провязали, и провязываем еще 3 петли. Опять вязание поворачиваем и идем в обратном направлении. Доходим до другого рукава. Провязываем 3 петли, провязанные уже в прошлый раз, и провязываем еще 3 петли. Затем опять вязание поворачиваем и вяжем в обратном направлении. Провязываем 2 раза вот эти 3 петли и захватываем 2 петли. И вязание опять поворачиваем. И вяжем до тех пор, пока вот эти петли группами все будут, пока мы их все не провяжем. Если вяжем мы с планкой, то планку потом вяжем прямо, не частичным вязанием. И уже тогда это будет не круговой, просто реглан сверху. Если мы планку не вяжем, то, провязав все петли полочки, мы вязание замыкаем в круг. Ну вот, вроде как-то так. А продолжение, вот эта схема мы рассчитали. Вот. А это первоначально. Вот по этой схеме мы делали расчет. Вот так видно вроде. Ну а далее вязание. Это будет уже в следующем уроке. Спасибо за внимание. Всего доброго.